все развитые страны там находятся. Я не знаю, может, вам это неизвестно? Да пошли вы нафиг с этим. Я в армии Германии служил и воевал с ними. Существует всемирный заговор, геноцид славянской нации. Пусть наверху там Путин этим занимается. Россия совершенно другой менталитет. У нас нефть, у нас Антарктида, у нас Арктика. Нам достаточно было Варшавского договора. Нам продлили молодость. Включить мозги, они трансгендерами, там 40 видов. Кажется, Ватикан. Вообще оттуда все идет. Хотели бы вы, чтобы Россия вступила в НАТО и Евросоюз? Да пошли вы нафиг с этим НАТО. Не хочу я ничего. А почему? Это НАТО оборзело. Что она вам сделала? А что нам не сделала? Ни в коем случае. Почему? Я гражданин Америки, я все знаю, что это такое. Вот я вам паспорт покажу. Вот такие дела. Ни в коем случае. Разврат, ужас, колонизация, убийство невинных государств и народов. Поэтому и ни в коем случае лесбиянство, гейство, там ужас, могут детей отобрать на части. Это плохо, ни в коем случае. Я 30 лет там жил. Ни в коем случае. Почему? Потому что это наши враги. И они никогда с нами не будут дружить. Скажите, а что они нам плохого сделали, что стали нашими врагами? Они нам ничего плохого не сделали. Просто дело в том, что их беспокоит усиление России. И, естественно, они хотят нас опустить как можно ниже. Нет, не хотела. А почему? Ну а что нам с ними делить-то? Да ну, они там свое что-то... Девушка, я хотел бы, чтобы Россия наша была, как некогда, при товарище Сталине, могучим, свободным государством, ни от кого независимым. Я бы хотела, чтобы коммунисты вернулись. А с НАТО и Евросоюзом что делать? Не знаю. Я жила при коммунистах, я существовала и жила. А мы сейчас нищие стали. Это всю Россию пропили, всю продали. Нет, конечно, это наши враги всегда, во все времена, при любом строе, при любой власти. Скажите, а что они для нас сделали вот такого плохого, что они стали нам врагами? Так исторически так повелось. Еще Александр III говорил, по-моему, да, что Россия все враги, кроме армии и флота. Ну, видимо, территория нашим покой не дает, да и запасы. Мы же самая богатая страна в мире. Ну, вы обвините меня в конспирологии, но я думаю, все-таки теория заговора существует. Я не знаю, масоны, мне кажется, я раньше так думала, нет, сейчас так не считаю. Там, мне кажется, Ватикан. Вообще оттуда все идет. Они там такие страшные клятвы приносят. Вот, мне кажется, оттуда. Ну, а какая цель? Ну, понимаете... Ну, у беса какая цель? Истребить людей, погубить их. Вот и все. Ну, я так обобщаю. Нет. А почему? Мы не понимаем ничего в этом. Ну, теперь вот какая обстановка будет. Нам НАТО не надо, мы уже прожили. Хотели бы вы, чтобы Россия вступила в НАТО и Евросоюз? Нет. А почему? Абсолютно никак. Конечно, нет. Почему? Потому что Россия совершенно другой менталитет. Нет, не хотел бы. А почему? Да зачем нам это нужно? Вы с ума сошли? Просто вас Нет. спрашиваем. Нет. А почему? Я патриотка, поэтому нам достаточно было в свое время Варшавского договора. Скажите, пожалуйста, а что вот вообще НАТО и Евросоюз сделали России? Чем они нам вредят? Даже говорить не хочу на эту тему. Отвалите. Нет, я тоже думаю, о чем она говорит. Зачем нам в НАТО вступать? Ну, а вдруг вот вы бы хотели? Нет, я хотел. Я хочу дожить спокойно, без НАТО. Нет, конечно, А почему? потому что... Нет. Почему? Мне кажется, мы самодостаточны, и зачем нам это все? Что вот такого НАТО и Евросоюз, вот по вашему мнению, сделали плохого для России? Вы знаете, они просто не слышат то, что пытаются донести наши дипломаты, и вообще они просто не слышат сами себя. Хотели бы вы, чтобы Россия вступила в НАТО и Евросоюз? Нет, конечно. А почему? Потому что НАТО и Евросоюзу не доверяю. А почему вы им не доверяете? Почему? Много читаю информации, и ничего хорошего не выходит. Что плохого сделала НАТО или Евросоюз для России? Ну, не только для России,
для человечества в целом. Просто я читаю какую-то, открываю новую информацию, может, она и не правильная, но читаю о НАТО, что они чуть ли не всю историю нашу поменяли. Я не знаю, может, вам это неизвестно. Скажите, пожалуйста, а в какие источники вы используете для того, чтобы... Канал. Канал как называется? Телеграм-канал. Потерянная история Земли. Ну, там много еще разных. Только по факту знаем. А вдруг наоборот, они нас обдерут до нитки, и все. И а-ля улю, до свидания. А если не попробуем, не узнаем? Ну, Владимир Путин в 2000-х годах хотел вступить в НАТО и Евросоюз. ну да, был, хотел. Что-то пошло не так? Все пошло по плану, я так думаю. Какому? По его. Личному? Да, возможно, по его личному. А возможно, по какому-нибудь Всевышнему. Такой сложный вопрос в той политической ситуации, в которой мы сейчас находимся, поэтому я даже не знаю, как правильнее на него ответить. В Евросоюзе тоже же очень много своих проблем. А с НАТО мы, в принципе, не очень ладим, поэтому... Хотели бы вы, чтобы Россия стала частью Евросоюза и членом НАТО? Очень сложный вопрос. Много говорить нужно, извините, времени мало. Нет. Почему? Ну мы же отдельное государство. Зачем нам какая-то Европа? Мы справимся вполне без нее. Считаете, справляемся? Конечно. Боже мой, ничего мне это не надо. Это все, пусть наверху там Путин этим занимается ерундой. Конечно. Это все равно. Что там? Все равно. Хотели бы, а почему? А чтобы везде было, присутствие важно. Не при этой власти, конечно, хотел бы. Подождите, не убегайте, а почему? Ну, по-моему, это очевидно. Не знаю, но все развитые страны там находятся. Почему должны находиться с другой стороны баррикад? НАТО нет. А Европейского Союза? Так, а мы и так же, по-моему. Вы нет. Да, конечно. Европейский Союз хотели бы. А что вас там привлекает? Единая платежная система, безвизовый режим или, может быть, уровень жизни? Безвизовый режим, да, уровень жизни, конечно. Конечно. Мы не хуже других, а даже лучше. Нет, Почему? никогда. Почему никогда? Путин вот хотел в 2000-х. Нет, Путин не хочет тоже, чтобы мы были членом НАТО. А почему? Что нам НАТО плохого сделало? Мне ничего. А чего она сделала кому-либо хорошего, НАТО? Я вот бывал в некоторых странах европейских. Хреново там народишко простой живет. Скажите, а в каких? В Болгарии был, в Греции был. Нет. А почему? Что-то не знаю. Не могу ответить на этот вопрос, но не хотелось бы. Просто внутренне не хочется. Да, внутренне не хочет. Положительно ничего не слышал от НАТО и так далее. Вот поэтому не А желательно. вот положительного не слышали. А что слышали отрицательно? Про НАТО, что везде нос сует, везде война. С соседами, как говорится, бить другими странами и тоже член НАТО. Вы считаете, а кто бьется с нашими соседями? Не, я вообще имею в виду. Вот, например, вот Украина ведет туда, к Америку, членам, чтобы быть с НАТО и так далее. В общем, я конкретно не могу. Думаете, зачем Украина это делает? Наверное, им выгодно. Не знаю, нет, наверное. Нет, наверное. Нет, А почему? не знаю. Ну реально. Я политикой не увлекаюсь. А зачем нам НАТО? Партнеры НАТО по всему миру, и в том числе самые развитые страны. Извините, конечно. А вот что делать, если я политику не смотрю и новости? Политикой надо интересоваться, потому что будущее вам здесь жить. Я даже не знаю, что сказать без комментариев, наверное. Ну, СНГ это же тоже партнерство, по сути. Зачем это нужно? Нам не надо это. Мы и так хорошо живем. Считаете, мы хорошо живем? Конечно. Также партнерские отношения с другими развитыми странами сейчас мира. нам продлили молодость. Вот, например, мне 60 лет. А так бы я сейчас на пенсию пошел. А так я еще до 65 буду ходить. Считаете, ваша молодость тем самым продлевается? Да, я считаю, что продлевается. Нет. Почему? Потому что я считаю, что существует всемирный заговор, геноцид славянской нации. Вот. И я считаю, что мы должны консолидироваться и абстрагироваться от Евросоюза, Европы. Вот. И вот так вот. Скажите, а в чем заключается тайный заговор против нации славянской? Просто вводят санкции против нас. Вот. Все. Ой, я ничего не могу сказать по этому поводу сейчас, извините. Нет, не хочу. А почему? Хотели бы вы, чтобы Россия стала членом Евросоюза и НАТО? Наверное, да. Почему?
Просто так, Европа крутая. Ой, я даже не знаю, я уже политику уже вообще не нужна мне все это. А что такое нет? Что не так с политикой? А что все? Все голосуем, какой толк? Зачем вы за них голосуете? Да вот голосовали, а теперь я думаю, зачем мы голосуем за них? Не надо уже, хватит. Конечно, хватит уже со всех голосовать. Ну, я тоже считаю, что зачем эти союзы, когда это, в общем-то, у нас достаточная страна, самодостаточная, у них все есть. Зачем нам по их законам жить? У нас газ, у нас нефть, у нас Антарктида, у нас Арктика. У нас ледоколы, подводные лодки. Зачем нам с кем-то в союзе быть? Это значит, с ними всеми надо делиться этим. Нет? Почему? Не хотела бы. Да ни за что. Почему? Ихние законы, ихние ценности нам чужды. Только поэтому? Да. Не знаю даже. Я в этом не разбираюсь, мне это не интересно. Нет. Почему? А потому что я в армии Германии служил и воевал с ними. Достаточно вам это говорить? Сколько вам лет? Мне очень много. Я 71. Я не житель России. Когда вы воевали с Германией? Я служил, охранял нашу границу, чтобы НАТО туда не выходило. В Германии я был. Потом я вам скажу, что я житель не России, а Советского Союза. Скажите, а что нам НАТО и Евросоюз сделали плохого? А что нам хорошего сделали? Я спрашиваю, что плохого? А я вам отвечаю вопросом на вопрос. Не нужны они нам. Ну, все, давно некогда, я из больницы еду. Ну, наверное, да. Почему? Затрудняюсь ответить, честно. Вы мне извините, девушка, я выбегаю, извините. Да. Хотели бы? Да. А почему? Потому что это открытые границы и торговые отношения с Европой, с развитыми странами. Боже мой, были бы все как вы, молодой человек. Не хотела бы. А почему? Я православный человек и считаю, что нам с ними не по пути. А в 2007 году Владимир Владимирович вообще сказал: я за то, чтобы от Лиссабона до Владивостока было общее мировое пространство. Для Америки это смерть. Надо обернуться к собственным традициям, прежде всего. И включить мозги, а не трансгендерами, там 40 видов. Европа – это периферия на самом деле. Но именно поэтому рвались американцы и в Крым. Скажите, какие американцы рвались в Крым? В Крым? Я разговаривала с людьми, приезжали, хотели сделать базу еще до 2014 года, как раз вот в 2005 году. Но сейчас, скорее всего, будут ставить ракеты рядом со Штатами, как это было в 60-е годы, чтобы они очнулись наконец-то. Вы же православный человек, как можно рассуждать о ракетах? Моя хорошая, вы знаете, вы неправильно о православии знаете. Христианство – это воинствующая вообще религия. Бог есть же любовь, а не ракеты. Так вот, Бог есть любовь. Но страшно впасть в руки Божьи. Вы знаете, как он наказывать умеет? Последний раскол, который на Украине учинили, православные учинили греки, американцы греки. Их там 3 миллиона, и они купили просто этого православного Варфоломея. На самом деле православие, оно русское, оно немножко как бы не такое, как вы думаете. Сюси-муси, как у Толстого. Толстой не был православным человеком. Он был проклят церковью. Вот то, что вы говорите, это толстовщина.